Ой, кто к нам пришел? Ну, здравствуй, доброе утро, Маркиза. Всем доброго, прекрасного утра. Показываю вам свой завтрак. Я сегодня себя балую. Вы видите, 2 тоста поджарила и сверху авокадо. Авокадо с чесночком, с солью, с лимонным соком и сверху лучок. И еще на 1 тост я сверху положу жареное яйцо. Мне очень нравится такой завтрак, но, к сожалению, часто я себя так баловать не могу, потому что у нас в Матеране и в Нерале авокадо не продается. Это мы из Мумбаи привезли. Не лучший авокадо, но я довольна. Так, побежала завтракать и потом вам покажу кое-что. Всем привет, я еще раз с вами здороваюсь, а то я себя с утра не показала. Значит, у нас уже время прошло, естественно, я позавтракала, уже успела обед приготовить, успела Параму помочь с уборкой номеров. Ну, а сейчас я хочу вам показать нашу кухню, как я и обещала вам, как изменилась, как преобразилась наша кухня после ремонта. Но на самом деле мне не очень хочется показывать, и, собственно, вы сейчас поймете, почему я тянула, обещала уже давно и до сих пор не показала. А все, значит, из-за вот этого вот. Вы видите, как украшает наш интерьер, это коряга, это я так со злостью называю, на самом деле это ламинат. Ламинат для мебели, покрытие, вот это вот все, этот ламинат. И осталось несколько рулонов, они не лишние на самом деле, еще мебельщикам предстоит на 2-м этаже в номерах покрывать двери, но они сказали, что сейчас вряд ли, сейчас погода, постоянно дождь идет, влажность 95%. Говорят, что когда вот будет погода дня 3 солнечная, ну а когда это будет, скорее всего, уже осенью, в октябре и в ноябре, я говорю, ну пора, ну давай где-нибудь, не знаю, на улице, под навесом, как куда-то. Он говорит, нет, у нас нет таких навесов, везде заливает, а если сюда на этот материал попадет вода, то все, он испортится. Я говорю, давай Ракеш-Бай. Ну вроде бы как Ракеш-Бай согласился забрать, но тоже почему-то карта не легла. Вот он вчера пришел, упаковал, но так и не забрал. Ну, самое обидное, я же говорю, что Парам считает, что ничего в этом страшного нет, то есть он абсолютно меня не поддерживает, и его этот уют, красота не волнует, совершенно не волнует. И мы на этой почве постоянно ссоримся, и знаете, что он мне заявил, говорит, Наташа, мне даже, говорит, не хочется спускаться вниз. Говорит, я вот, когда мне что-то нужно там зайти взять, говорит, 10 раз подумаю, может быть, все-таки я не буду спускаться, может, оно мне не так надо, говорит, чтобы лишний раз тебя не видеть. Потому что, говорит, я как вижу тебя, ты начинаешь все время, мне есть мозг, ну, eating brain, как он говорит. В общем, вот так вот мы с ним сейчас постоянно ссоримся. Ну, а я считаю, что это не дело. Я-то в основном все время провожу здесь, на кухне. И вот это вот всю красоту, ведь вот еще, ну, то есть тут много чего. Вон там тоже, посмотрите, какая красота, это тоже там ремонтники оставили мешок. Ну, повсюду какие-то склады. Кстати, да, вот в спальне у меня сейчас прачечная, постиранная, сохнет под вентилятором. Ну, как-то сохнет очень медленно уже. Вот 2 дня никак не высохнет. Ну, а так вот, смотрите, так, конечно. А вот еще тоже Парам обещал мне, говорит, 100% он этот газовый баллон выставит на улицу. Но прежде нужно обязательно сделать здесь козырек на улице. Вот, видите, вот это вот желтое. Я уже боюсь, хотела рукой показать, чтобы вы поняли. Ну ладно, просто скажу. Ногой же я не буду показывать. Руки у меня старые, страшные. Значит, вот этот вот материал желтого цвета, это будущая крыша, будущий навес. И говорит, только после этого мы сможем выставить наружу этот баллон газовый. Но тут тоже, так же, как и мебельщики, этот мужчина сказал, я буду работать только когда не будет дождя, а дождь каждый день льет. Ну а смысл тогда вообще этот козырек делать, когда дождя не будет уже все это осенью после зимы. Ну, в общем, короче, какой-то дурдом. Так, по поводу сушильной машинки хочу я вам рассказать. Значит, кто не в курсе,
Буквально пару дней назад мы ездили в Мумбаи и все-таки заказали. Наконец-то мы заказали сушильную машинку. Это было очень непросто. Изначально было непросто Парама убедить, что она в принципе нам нужна, хотя она нам крайне необходима. Ну ладно, убедила я, потом мы стали ее долго искать. Потом нашли подходящий для нас вариант. Но Парам засомневался, мы ушли из этого магазина. Парам сказал, что он будет звонить своему знакомому, ну он и позвонил своему знакомому из Нерала, который работает в магазине, продает технику, чтобы тот посмотрел у себя на складе, ну какие-то контакты имеет. В общем, тот через 2 часа перезвонил и сказал: нет, говорит, у меня нет по базе никаких сушильных машинок. Парам мне тогда говорит, это мы уже собирались уезжать уже. Пора мне, говорит Наташа, ну поедем на следующей неделе. Поедем или сюда, в Мумбаи, или еще съездим, посмотрим там в Каржете, какие-то поблизости с нами города. А я понимаю, что это через неделю это может затянуться на месяц, а то и дольше. У нас сейчас очень сложно с этим, чтобы куда-то выехать. По-прежнему у нас нет помощника, мы сами убираем. Много дел. Куда-то вырваться это надо, чтобы все номера были заполнены, но так карты сложиться могут не скоро. И кроме того, может погода, может быть сильный ливень, может быть гроза именно как раз в этот день. Поэтому и вообще, куда тянуть? Сейчас дожди идут, нам нужна именно сейчас эта машинка сушильная, а не там через месяц, через сколько. В общем, я стала Парама уговаривать, я стала плакать, и он пошел у меня на поводу, и мы вернулись опять в этот магазин и заказали. Значит, заказали мы эту машинку сушильную, и она прибудет аж через неделю. Они, ну, уже пару дней прошло, минимум доставка. Доставка, кстати, оплачивается отдельно. Ну, это, ладно, это уже не такая большая сумма. Вот. И после того, как нам ее доставят, нужно будет еще дождаться сервис. Это очень важно. Вы скажете: Наташа, ты что там, или Парам сами не можете ее установить? Ну, может и можем, да, но лучше все-таки, чтобы человек из этой компании прибыл, потому что во время транспортировки, особенно вы понимаете, да, как у нас сложно. До Нерала, потом вверх в гору, потом отсюда на тележке, ее могут повредить. И потом, если мы распакуем, будем все это сами устанавливать, этот человек из сервиса скажет, что какие-то проблемы, это вы в этом виноваты. Итак, мои дорогие зрители, у нас уже следующий день, сегодня суббота, выходной день, 7 часов утра, и мы уже куда-то с Артуром бежим. Артур, расскажи нашим зрителям, это я бегу, а Артур сзади плетется. Расскажи нашим зрителям, что сегодня за особенный день и куда мы идем? Сегодня Международный день йоги, и мы идем заниматься йогой с Бавином. Да, именно так. Значит, сегодня по всем мире отмечают День йоги. Это, кстати, древняя традиция пришла именно из Индии. Так что, друзья, кто как-то каким-то образом связан с йогой, я вас поздравляю. Вот, ну, а мы сегодня будем, как активисты, завлекать жителей Матарана, чтобы они тоже привлекать к йоге. Улучшает и физическое состояние нашего тела, и духовное состояние, и психологическое. Вот мы уже подошли. Давайте посмотрим. Это, скорее всего, организаторы. Good morning. Бавин будет проводить йогу для всех желающих. Good morning. Это, кстати, доктор, да, намаскар. Наша доктор. Вот, ну, давайте посмотрим, кто еще сегодня пришел, кого привлекло это событие. О, довольно-таки много женщин. Вы только посмотрите. Но я пока не захожу, я жду Бавина, Ниха. Мы не просто будем заниматься. Вот, good morning. Такой он занят, нарядный. Посмотрите, в каком костюме. Good dress. Вот видите, good morning. Бавин пришел немножко с опозданием. А я сегодня не просто буду заниматься йогой со всеми желающими женщинами, которые пришли. Меня Бавин возложил важную миссию. Я должна показать всем практику промывания носа, джалнити. Кстати, вот, Ниха и Уша.
Они тоже будут помогать девушкам выполнять правильно упражнения. Good morning, namaste, happy yoga day. Все, разуваемся. Артур снимает свои тапки. Зонт куда ты положил? Давай его рядом, потому что никого зонта нет. Могут ему приделать ноги. О, мальчики тоже. Good morning. Видите, не только девочки. Кстати, сын учителя физкультуры, этот парень. Ну, давай, Артур, вот сюда я зонт положу. Семь 29. А мы еще не начинали. Бавин вообще изначально сказал, собираемся на 7 часов. Хорошо, что мы пришли в 7:15. И еще, наверное, минут 15-20 будем ожидать. О, знакомые лица. Сейчас Нихау меня спрашивает, ну что, доставили уже сушильную машинку? Я говорю, о, ты уже знаешь о сушильной машинке? Она говорит, ну да, я звонила Параму, он мне рассказал. Все расспросила, как оно, что. Я же говорю, а как ты сейчас сушишь? Оказывается, они купили хитер, воздуходувку. Теплый воздух дует и направляет она его на одежду. Таким вот образом сушит. А уши, где уши? А уши повесила веревки под вентилятором. И там развешивает постиранное. О, ну уже, по-моему, начинается. Все, выключаем. Так, ну все, позанимались йогой, я себя чувствую прекрасно. Сделали дыхательные упражнения, помедитировали, нос промыла. Вот сейчас фото на память. Артур их сфотографирует. Я, наверное, к Нихе поближе приду. Вот, и домой. Thank you, master, гуру. Спасибо. Алам, друг Бавина, видите, тоже пришел, поддержал его. Причем он мусульманин. И тем не менее пришел позаниматься йогой вместе с другом. Молодец. Ну что, молодцы, я получила максимум удовольствия. Еще плюс спонсоры, организаторы всех угостили напитком, энергетический напиток. Вот сейчас отблагодарили Бавина. Действительно, он молодец. О, у нас тоже с Нихой зовут. Мы уходим и уступаем место другой следующей группе. Бавин еще будет проводить йогу с учениками. Good morning, namaste. Это преподаватель привел своих учеников. Это Marathi School. Наша вторая школа государственная. Артур ходит в английскую школу. Чело чай, да? Чело чай пине. Ниха предложила попить чай нашей компании. И вот обращаю ваше внимание, какой прекрасный сегодня денек. Даже солнышко пробивается. И по поводу йоги. Значит, друзья, сегодня по всей Индии такие вот мероприятия проводятся, ну, естественно, с утра. Так что не только у нас в Матаране. Все преподаватели йоги сегодня устраивают бесплатные занятия. How you feel after yoga? Yes, Good? I feel good. Fresh? Chai pine. Come on. Парам с утра у нас, когда просыпается, сразу же включает новостные каналы. И по всем каналам йога, 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 йога-дэй. Моди там занимается. Кстати, Моди и был основоположником. Это он предложил сделать официальный день, Международный день йоги с 2014 года. О, кого я вижу? Hi, good morning. Happy yoga day. Дипали. School? Yes, yoga. Yeah, yes. I went to yoga. Какой school? Today no school. Today holiday, Saturday. Так, сейчас я Параму покажу. Парам.
Параму некогда ходить заниматься йогой, у него дома спорт. Good morning, good morning. Yes, I have YouTube channel. 1,10,000 followers. Парам, посмотри, что мне подарили сегодня. Today yoga day. Happy yoga day. ये ना योगा जाती है ना आज उधर फंक्शन था Я ему показала, какую мне шаль подарили. Кстати, мне вручала эту шаль наша доктор и говорит, мол, говорит, а ты занимаешься этим промыванием носа регулярно, постоянно. Ну, а я на самом деле очень переживала, что у меня вообще не получится. Но все нормально, все помню, все, воду, Бавин, тут еще очень важный момент, вода должна быть подсолена. А если пресная вода, то она не будет текать из ноздри. Значит, я говорю, да, говорю, я регулярно промываю нос, когда чувствую, что у меня начинается насморк. И на самом деле, друзья, действительно помогает. Берите на заметку, промывайте. Вот, ну ладно, мне сейчас нужно бегом накормить Артура, самой позавтракать и подключаюсь в работу вместе с Парамом. Нужно убрать все номера, у нас все выселяются, сегодня суббота и новый, много забронировано номеров, кого-то предстоит найти. В общем, веселая программа. Об этом я хочу, кстати, с вами поговорить чуть позже. Мне вообще абсолютно это не нравится, я так с энтузиазмом вам рассказываю, но на самом деле я хочу, чтобы поскорее это закончилось. Я так не договаривалась. Good morning. Я так не договаривалась. Я хочу, чтобы у нас был помощник, чтобы у нас был работник. Идем, Артур, тоже будешь помогать. Часик поубираем, а потом ты пойдешь на дополнительные занятия. Да. Я переоделась, это моя рабочая одежда. И вот, обращаю ваше внимание, натянули специально здесь сетку, чтобы не заливало дождь, чтобы здесь было более или менее сухо. Вот, и главное событие сегодняшнего дня: пришел Чандан, видите, погода сегодня нормальная, дождь не идет, и он пришел доделывать свою работу. Это мебельщик, столики. У нас остался материал, и Парам придумал этот материал использовать, сделать столики. Вообще планируется во все номера, но это уже потом, после сезона дождей. А пока вот из остатков 2 столика, самые большие наши номера. Вот один уже практически готов. Сейчас он быстренько закончит и пойдет домой. Ну да, работы вообще немного, но растягивается это удовольствие на долгие недели. Ждем все время у моря погоды. Классные, да? Чтобы наши постояльцы не ели в постели, чтобы не ели на полу, хотя бы на таких вот столиках. А на улице у нас обезьяны не дают. Ну, так у нас, да, вы знаете, нет здесь никакой столовой. Поэтому у нас, собственно, и не так часто заказывают. В основном только по утрам завтраки, кофе, чай, а ходят обедать и ужинать в кафе, которых здесь огромное количество. Мама меня попросила, чтобы я снял, как она работает. А то в комментариях пишут, что мама только снимает, но ничего не работает. Я придумала, пока Артур протирает стекла, я вам расскажу. Значит, многие зрители в комментариях мне писали еще под старыми видео. Артур, возьми тряпочку. Еще под старыми видео мне писали, что, мол, Наташа, что за истерика вообще, зачем вам нужен помощник, у вас всего 8 номеров в гостинице, вы сами прекрасно с Парамом можете справиться. Одна девушка написала, что она в Италии работала в гостинице и за время завтрака успевала 16 номеров убрать, что, мол, это совсем недолго по времени. Значит, объясняю нашу ситуацию. Ну, во-первых, в Индии это совсем недорого стоит оплачивать помощника. У нас даже обычные женщины, обычные домохозяйки оплачивают труд помощницы, которая приходит 2 раза в день, моет пол, моет посуду, делает чапати, санузел убирает. Это, допустим, у Бавина. Обычная семья, это не какие-то миллионеры, сейчас, сыночек, это не какие-то миллионеры, не какие-то бизнес-леди, которые мне, когда обычная женщина, вот у нас много таких примеров. Сейчас, сыночек, ты уже убегать собираешься? Сейчас, котик, сколько время, говорит. У Артура еще есть 15 минут времени, я как раз успею вам рассказать, а потом сама возьму тряпку в руки и закрою рот. Значит, ну, во-первых, да, это недорого.
А во-вторых, у нас нет такого, чтобы все выселялись в одно время. Здесь в течение дня выселяются, заселяются. Кто-то чай попросил, кто-то кофе. У меня есть, своей работы по дому хватает. Но я реально не успеваю ничего делать, не успеваю заняться какими-то своими личными делами. Это тоже вообще-то очень важно. Там куда-то выйти тоже мы не можем, постоянно вот привязаны. Даже вот когда Парам убегает куда-то на рынок что-то купить, он мне говорит: Наташа, сиди на ресепшене, дождь, не дождь, я должна сидеть и встречать клиентов, заселить, занять. Вот, и никаких, культурных мероприятий у нас уже давно не было, все по этой причине, что у нас нет помощника, и мы не можем, куда-то надолго уехать. А главная причина... Руки помой. Главная причина в том, что я особо не вижу мотивации, ради чего вообще это все надо. Я когда работала в течение всей своей жизни до замужества, кстати, и после замужества, я когда приезжаю домой, тоже продолжаю работать. Значит, я впахивала, но реально у нас, я вам рассказывала, не было времени на то, чтобы там посидеть, поесть. Я бежала в туалет и по пути грызла бутерброд. У нас очередь всегда стояла, у меня были ночные рынки, я сильно уставала, у меня спина разламывалась в то время. Но я была всегда с улыбкой, и мне было весело, мне было классно, потому что у меня там коллектив, у меня там подружки, я работаю, и тут же, там кто-то пробежал, поздоровался, и клиентов тоже много было приятных, пообщаться было интересно. А главное, после работы почти за 2 недели так точно мы устраивали культурную программу. У нас классный коллектив был, причем разного возраста. Были и такого возраста, как я сейчас, там женщины замужние с детьми. И они не говорили, что нужно бежать домой, готовить мужу 10 блюд каждый день свеженько. Они тоже находили время для того, чтобы пойти в боулинг, пойти в театр, кинотеатр, на каток. У нас очень разнообразная была культурная программа. Я знала, что ради чего я работаю. Домой я тоже приходила. У меня дома никакого, в комнате, во всяком случае, не было никакого складского помещения. Все сделала себе, как мне нравится. Была какая-то отдушина. А тут я не понимаю, ради чего я все это, мои дорогие зрители. Кто-то меня поймет, кто-то нет. Сколько времени? Я просто высказалась. Время, наверное, тебе уже пора, сынок. Я уже заканчиваю, Парам пришел проверить. You check? No, all okay? По европейским стандартам. Говорит, сейчас придут клиенты, 12 человек в 3 номера. Ты их засели, а я пошел принимать душ. Нет связи, значит, они уже на парковке, значит, уже скоро будут. В общем, я сейчас закончу и буду сидеть ждать, когда они придут. Парам идет купаться, а потом я пойду купаться. А Джимми тут сидит, балдеет, лежит точнее. Так ей нравится. Рядом с мамой, так спокойно, так хорошо. Мамочка что-то делает, а ты спишь. Или когда Артур уроки делает, ты тоже рядышком. Я перебазировалась, сижу рядом с ресепшеном, а то с тряпкой в руках встречать гостей как-то не солидно. Ай. Намасте, намасте. Are you from Mumbai? Значит, вот те ребята, которым мы вместе с Артуром подготовили номера сегодня. И вот вы у меня спрашивали, but monkey, you must be careful. Yeah, yes. You must be careful, maybe monkey come in. Yeah, monkey coming. Some stick. Надо аккуратно, говорю, могут обезьяны напасть, потому что много еды. Ага. Вы спрашиваете, как туристы проводят время в Матеране. Ну вот, некоторые вот так проводят. С размахом. Very good singer. Парам забежал пообедать. Здесь матч окей, столько хватит. Если что, добавку. Парам, что ты такой сердитый? Значит, показываю, что Парам ест на обед. Это козлятина, я ее приготовила вчера. Здесь свеженькая рыбка, креветки.
чечевичная похлебка, тоже свеженькая, салатик ему покрошила, лепешки, конечно, ну, рис, лучок здесь порезала, ему нравится в подливку макать. И вот так вот он сейчас покушает, будет долго есть, наверное, час. No problem, I making video. Ничего страшного, я снимаю, говорит, make. И пойдет убирать номера. У нас сегодня 3 номера на полдня, и нужно будет их убрать и, соответственно, найти новых. И чего ты стесняешься? Кушай. Говорит, очень вкусно. Ну хорошо, дети, Парам довольный. Для него это самое главное. Вкусно поесть, это огромное удовольствие, и ему не нужно как-то там творчески реализовываться. Артур сейчас играет в футбол, играл с нашим постояльцем. А я уже буду заканчивать видео и хочу подытожить. Значит, мне на самом деле убирать номера не тяжело, в этом ничего сложного нет. Проблема в том, что после того, как у нас не стало помощника, мы стали привязаны к отелю, привязаны к Матарану, мы никуда не можем поехать, путешествовать. Для меня это единственная отдушина. Вы знаете, что я люблю снимать видео, а вот так вот сидеть дома особо ничего не наснимаешь. Мне женщина в комментариях написала не так давно, что, мол, Наташа, ну теперь будешь показывать нам, как ты убираешь номера. Нам всем это будет очень интересно. Хватит, мол, ездить повсюду. Но я, во-первых, уверена, что нам это не так уж и много вас, любителей подобного видео. Ну, а во-вторых, мне лично тоже сложно. Это я сегодня специально как посвятила этому видео, но на самом деле убирать и снимать это практически невозможно совместить, 2 этих занятия. Парам даже сегодня сердился на меня, ну, что я много времени потратила на уборку с утра. Значит, друзья, я понимаю, что многие из вас примут сторону Парама, многие мою сторону, и это нормально, это вполне естественно. Я просто с вами делюсь. Вот Парам, да, Парам мне говорит, мне вообще хочется, чтобы ты уже прекратила снимать видео, и чтобы ты с такой же любовью, с таким же вдохновением помогала мне. Говорит, так будет намного лучше, наш бизнес будет процветать, и нам не надо никуда ездить. Ну, а для меня очень важно куда-то ездить. Ну, в общем, кто-то меня понимает, кто-то нет. Ну, все, друзья, те, кто меня понимает, те, кто меня поддерживает, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Дождь пошел. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.